сода плохо, я обычно говорю, сода является уникальным веществом, которое может связывать пестициды разного вида. Именно поэтому в содовом растворе очень хорошо вымачивать масло, вымачивать мясо или же обмывать продукты питания, чтобы смывать вот эти пестициды. Я за то, чтобы соду добавляли в хлеб, и вот почему. На сегодняшний день существуют такие пестициды, которые делятся на неорганические и органические. В свою очередь органические подразделяются на хлороорганические, фосфороорганические, металлоорганические, алкалоиды. Это в частности никотиновые производные, неоникотиноиды. По целевому назначению акарициды, бактерициды, биопестициды, гербициды, дисканты, дефолианты, инсектициды, зооциды, моллюскоциды, нематоциды, регуляторы роста растений, протравители зерен и семян, которые мы в дальнейшем используем в хлебе белым и черным, фактически употребляя огромное количество этих протравителей, которые фактически являются ядовитыми веществами, так как при изготовлении муки предварительно не происходит вымывание или смывание с этих зерен протравителей зерен. Тем самым можно сказать, что на 100% в случае, если в хлеб или в булочные изделия не добавляется сода, то протравители зерен, которые используются как пестициды, могут влиять на ухудшение общего состояния человека, в том числе ребенка, в том числе престарелого человека, с ухудшением его общего состояния. Родентициды, фумагианты, фунгициды, хемостерилизаторы и так далее. То есть можно какие-то, это альдрин, дельдрин, эндрин, мирекс, лардан, гептахлор, хлорбензол, ДДТ, который, кстати, приводит к появлению онкологических заболеваний по всему миру и запрещен во всем мире, кроме стран постсоветского пространства, где очень широко его используют. Я могу вам сказать, что я знаю, почему в Анапе появилось большое количество насекомых, которые называются насекомыми божьими коровками, которые кусали людей. Дело в том, что божьи коровки, регуляция появления колоний божьих коровок обычно осуществлялась такими птицами, как скворцы. Скворцы уникальные птицы, которые обычно склевывали вот такие колонии божьих коровок, но использование вещества ДДТ приводит к тому, что у скворцов происходит ДДТ выводит кальций из организма птицы. Птица не может отложить яйцо, потому что не хватает кальция, и популяция скворцов исчезает. Когда популяция скворцов исчезает, она, как правило, сейчас исчезла, потому что в Киеве, Киевской области, я не замечаю ни одного скворца, хотя их раньше было очень много. Тут же стоит такой вопрос, куда они делись? Я знаю, куда делись, потому что господа предприниматели и фермеры широко используют пестицид ДДТ, который очень доступен, который очень эффективен. И именно данным пестицидом и уничтожается популяция скворцов, и в дальнейшем будет увеличиваться популяция слизняков, популяция божьих коровок и, в общем-то, популяция остальных, там, саранчи и так далее, если не прекратить использования ДДТ. Там, ну и самые страшные, это, конечно, полихлоркамфен, хлорфен, октофены, таксофены и так далее. Они очень концентрированные, попадая даже в сверхмалых, можно сказать, гомеопатических дозах в продукты нашего питания. Я считаю, что выращенные с применением пестицидов продукты питания, которым являются все продукты питания, которые мы покупаем в магазинах, все абсолютно. Даже органические, если говорят органические, то это не так, по моему мнению. Все эти продукты питания отравляют наш организм. И, конечно же, сода в этом случае может быть веществом, которое может выводить из организма человека вот именно эти отравляющие вещества. В этом ее преимущество. То есть, если вы бесконечно принимаете такие продукты питания в небольшом количестве, буквально там
четверть чайной ложки на 1 литр воды, принимайте вот такую содовую воду, принимайте ее не каждый день, а там, допустим, 1 раз в неделю. Этого будет достаточно, чтобы убрать из вашего организма соединения таксофена, соединения ДДТ, соединения гексахлорбензолов и так далее и тому подобное. На сегодняшний день уже доказано влияние пестицидов и влияние их на организм человека. Очень сейчас, конечно же, есть такие выводы. Там, в 2017 году эксперты ООН заявили о ложности утверждения необходимости использования пестицидов для обеспечивания пищевой безопасности, ну и так далее. То есть все за то, чтобы их использовать, потому что это деньги, а в общем-то капитализм он за деньги, и скажут все что угодно, потому что кто платит, тот и заказывает музыку. В свою очередь, я как врач могу заверить, что использование пестицидов, использование химических веществ, использование протравителей зерна в дальнейшем приводит к появлению онкологических заболеваний и тому подобное. Именно поэтому использование в небольшом количестве использования соды для улучшения, выведения вот таких пестицидов является на сегодняшний день самым простым средством и самой простой панацеей для того, чтобы почувствовать себя лучше. Не иметь все время ощущения отравления.